Всем привет, дорогие зрители моего канала! В этом видео я покажу один из способов вышивки полотна стеклярусом, который я использовала при создании вот такого широкого чокера. Несмотря на то, что я использовала самый обычный китайский стеклярус, конечный результат меня удовлетворил. В целом колье выглядит достойно, на мой взгляд. Работать я буду, как я уже сказала, с китайским стеклярусом 6 мм и вот такой черной тонкой мононитью. На фетр я уже нанесла очертания выкройки, и теперь мне нужно заполнить все это полотно бисером. Я закрепляюсь в уголке выкройки, оставляю небольшой кончик нити, сделала стежок и делаю еще один стежок, но не протягиваю нить, а наматываю много раз рабочую нить вокруг иголочки. И вот так вот мы надежно закрепились в углу вышивки. Затем вывожу рабочую нить на лицевую часть выкройки, вот так в уголочек, и протягиваю иголку. Затем я набираю сразу 4 стекляруса на иглу, опускаю к вышивке, замеряю, где заканчивается стеклярус, и в это место ввожу иголочку. Затем вывожу иголку на лицевую часть как можно ближе к стеклярусу. Затем снова набираю 4 стекляруса, замеряю, где заканчивается последний. В это место ввожу иголочку. И вывожу ее на лицевую часть примерно в этом же месте. И вот таким вот несложным способом я набираю стеклярус до конца ряда. Так как я работаю с китайским бисером, в нем иногда попадаются вот такие вот коротенькие бисеринки. Мы их откладываем в сторону, они нам в дальнейшем очень понадобятся. И вот уже видно, что до конца ряда у меня осталось небольшое расстояние, которое больше, чем длина одной стандартной бисеринки, но меньше, чем длина двух стеклярусов. Поэтому мы набираем один стеклярус и одну вот такую вот коротенькую бисеринку. И этого нам вполне хватит, чтобы сделать идеальную длину ряда. Вот я закончила первый ряд, и теперь я буду делать стежки перпендикулярно этому ряду, ровно в тех местах, где у нас идет стык двух бисеринок. Здесь нужно следить, чтобы рабочая нить не накладывалась на стеклярус, а заходила именно в стык между двух бисеринок. И вот таким вот образом я делаю стежки до конца ряда между всеми стеклярусами. Существует множество способов вышивки стеклярусом, но этот способ, на мой взгляд, самый простой и быстрый. Особенно если нужно вышить широкое полотно, где есть большая площадь заполнения бисером, как в моем случае. Поэтому я думаю, что человеку, незнакомому с вышивкой бисером, будет несложно освоить этот способ как начальный уровень. Итак, я снова вернулась к началу первого ряда. И смотрите, если в процессе работы у вас стеклярус лег не очень ровно, то можно пройтись через весь ряд бисера еще раз. Это поможет визуально выровнять ряд. Если все окей, то проходить еще раз через все бисеринки не нужно.
Вот я полностью закончила первый ряд. Вывожу иглу на лицевую сторону как можно ближе к стеклярусу первого ряда. И точно таким же способом вышиваю второй и все последующие ряды. В итоге у меня получилось вот такое красивое блестящее полотно и очень прикольный чокер в целом. Кстати, если вам интересно, как я делала этот чокер, пишите в комментариях «Хочу МК по чокеру», и я обязательно сниму для вас это видео. Большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Всех люблю, всем пока!